Это золото или ржавчина? Меняем твердость на эстетику. Анодируем без чиллера прямо в гараже. Это холодное анодирование при -5. Большой слой и очень твердое покрытие. А это цветное анодирование с меньшей твердостью и возможностью покраски. Вся разница в размере и количестве микропор. Нам нужна пористая структура, губка. Эти микропоры должны быть открыты, чтобы впитать краску как губка. Если получим правильные поры, краска зайдет глубоко и навсегда. Но враг этой структуры поверхности – перегрев. От тепла поры растут слишком быстро и становятся рыхлыми. Главный вопрос – получится ли слой защитный и крашеный. В конце проверим напильником и ацетоном. 2 раствора, 1 и 3 грамма китайской краски на литр воды. Разная насыщенность цвета. Это фрезерованный материал 2024 или же D16T. Для многих мойка – это формальность. Для меня это очень важная подготовка. Горячая вода минимум 65 градусов, чтобы поры алюминия начали раскрываться. Обычное моющее средство, но тереть нужно до скрипа. Жир – главный враг цвета. Если останется хоть одно пятно, краска туда не зайдет. Проверка простая. Вода стекает ламинарным слоем. Теперь деталь стерильная, касаться руками больше нельзя. Переходим к контакту. В цветном анодировании это важнее, чем в твердом. Плохой контакт – это пятна, которые не закрасятся ничем. Ток должен идти через металл, а не через слой оксида, который начинает расти. Контакт должен выдержать при любом условии. Можно использовать алюминий или титан для подвеса и крепежа. Погружаем детали в электролит и закрепляем. Плюс на деталь, минус на свинец. Желательная температура 19-20 градусов. У меня сейчас в ванне 17 градусов по Цельсию. Расчетный ток 1,5 ампера на квадратный дециметр. Выставляю нужный ток согласно площади деталей. Процесс пошел. Энергия превращается в тепло. Начал выделяться водород. Электролит тоже нагревается. Критическая температура 23 градуса. Выше слой будет слишком рыхлый и краска не сможет закрепиться в порах. Желательно делать перемешивание, механическое или ручное. Вольты растут, значит растет и оксид. Прошло 40 минут. Должны получиться красивые поры. Выключаем и проверяем. Поверхность без пятен, светло-серая, с равномерным покрытием. Отлично. После промывки под проточной водой детали должны лежать в дистиллированной воде. Им нельзя дать высохнуть. Это китайский краситель. У желтого цвета самая плохая укрываемость. Делаем 2 раствора, 1 и 3 грамма на литр воды. Отмеряем нужный вес. Лучше всего использовать ювелирные весы. Температура раствора 50 градусов. Это идеально, чтобы частицы краски зашли в поры. Разница в концентрации в 3 раза. Сейчас узнаем, будет ли так же и с оттенком желтого цвета. Первая деталь. Должен получиться светло-желтый или лимонный цвет. Вторая. Цвет ближе к золоту. Так, как-то я не примерил, не вылазит. Придется добавить воды еще, чтобы полностью закрыть деталь. Оставляем так детали на 7 минут. За это время пигмент должен пропитать оксидный слой на всю глубину. Визуально пока не сильно видно разницу. Но это не финал. Закрываем поры и проверяем качество покрытия. Смываем все лишнее в дистиллированной воде. Сейчас цвет держится только за счет пористой структуры. Он еще не закреплен. Варка 20 минут в кипятке. Это процесс гидратации. Поры сужаются и запирают пигмент внутри. Если пропустить этот этап, деталь выцветит на солнце или облезет от обычного бензина. Поверхность стала твердой и приобрела блеск. Так, разницы в цвете почти нет. А вот тут есть, где был целый лист и место фрезеровки. Цвет отличается. Как думаете, почему так случилось? А теперь главный тест. Напильник. Ни одной царапины до чистого металла. И пробуем теперь смыть краску ацетоном. Чисто.
Если было полезно, вы знаете, что делать. До свидания.